Привет из Беларуси. На этой неделе я занимаюсь вегетативной гвоздикой. Вот такие у меня тут уже посадки идут. Сделала пока немножко, хочу вырастить к 8 марта. Как подарочную такую в горшке 1 литр. У меня тут есть маточники, не все, правда, цветут. Очень, конечно, они ободранные, потому что это был основной материал у меня. Буквально по кустику. Как видите, вот всякие такие есть интересные расцветочки, да. Вот, что-то еще не цветет. Но, во всяком случае, это красиво и очень-очень ароматно. Гвоздика пахнет приятно. Значит, у меня еще есть вот такие заготовки. Это еще летние черенки. Вот из них мы с вами будем готовить, в общем, материал к 8 марта. Сейчас работы уже меньше, конец октября, поэтому можно не спеша в свое удовольствие заняться, в общем-то, такими пересадками. Ну вот смотрите, что получается. Стаканчик был у меня 200 миллилитров. Посажено все еще летом, в конец июля, начало августа черенкование. Но было очень жарко, и не скажу, что так уж успешно все черенковалось. Но, по крайней мере, то, что планировала, то я получила, и у меня то количество, что надо, выросло. Теперь тоже черенкую. Это уже, наверное, на продажи такие к сезону. Если есть какие-то листья нехорошие, ну, гвоздика склонна, конечно, она к болезням, к пятнистостям разного рода, то вот эти вот все листики я обрываю, чтобы был голый стволик там. И просто чуть пониже посажу, чтобы вид был красивый. Да, горшок никак не достается. Засыплем все. Ну вот. Конечно, придется нам с этой гвоздикой еще поработать. Я планирую в ноябре ее резать. Резать или ломать. Точно не знаю, как буду поступать. Для того, чтобы сделать это, ну, таким хорошим, приличным кустом в литровом горшке. Потому что как вот для горшочка, допустим, если в 0,5 пересадить, то, в принципе, ну, нормально тут 4-5 побегов, они там 3 цветочка будут, можно продавать. Это как для продаж таких в сезон уже, в весенний. Но как подарочное растение, конечно, это жидковато все выглядит, поэтому надо будет нарастить куст пышный из этого всего. Но об этом, то есть о гвоздике, надо думать заранее, поскольку для того, чтобы получились вот такие вот заготовки, надо вам месяца 3. Вот. Поэтому, конечно, об этом надо было подумать летом, приготовить все и теперь уж заниматься. Но если вы пытаетесь вырастить гвоздику или, допустим, добавить ее в свой ассортимент для весенних продаж вместе с однолетниками, а это растение довольно выгодно в продажах, то можно уже об этом подумать сейчас. И при том, что даже если ее у вас нету, то сейчас можно еще вот осенью заказать себе маточники. Я заказывала, вот, кстати, прошлой осенью я показывала вам, да, хотя маточники были не в очень хорошем состоянии, но большая часть у меня перезимовала даже в домашних условиях на подоконнике. И, как видите, вот сколько у меня сортов, 10, наверное. И этого достаточно вполне, чтобы получить такое разнообразие цветочное. Даже если вы там закажете сортов 5-6, то этого тоже вполне хватит на первые продажи. И можно начинать черенковать уже, если есть лампы, с декабря, с января. И таким образом вы получите уже хорошие цветущие кустики к первым продажам в мае. Ну, у кого в мае, у кого-то в апреле, у нас по-разному у всех с вами. Поэтому про гвоздику можно подумать даже сейчас. А что делать, если вообще, ну негде купить вам вегетативную гвоздику?
Вообще гвоздика размножается и семенами. Есть сорта определенные, тоже очень красивые, но я бы их, может быть, и не советовала вот выращивать 8 марта, но как вариант выращивания к весенним продажам вполне годятся. Вот это вот сорт я вам показываю сейчас. Это лолипот. Это вот семенной экземпляр, очень красивой расцветки там у этой гвоздики. И ее можно вырастить вполне, если рано посеять, допустим, в январе, то рассчитывайте на месяцев 5 примерно до цветения. Тоже, как видите, очень хорошие кусты получаются из нее. Ну, уже кустик такой старенький. Но цветок роскошный, ароматный, расцветки все яркие. Там и желтые, и белые есть, и красные, и лососевые, всякие есть. То есть можно вполне развести. Ну, помните, что цена довольно серьезная, цена кусается на семена вот этой гвоздики. Это, по-моему, японская селекция, фирма Таки. Еще один вопрос, который всех интересует. Да, написано, вот, допустим, на лолипот о том, что это многолетняя гвоздика. Когда вы будете покупать семена, ну, так скажу, многолетняя она, ну, недолголетняя. Да, она у меня зимовала. Я выращивала несколько лет ее, поэтому могу уже поделиться опытом выращивания в наших условиях, допустим, в условиях Беларуси. Она не каждую зиму переживает. Вот, бывает, морозную зиму перенесет, а если такая зима плаксивая, знаете ли, то может и не пережить. Поэтому учитывайте вариант, что она все-таки для нашего климата не особо многолетняя. Даже вот в тех картах я читала, что выносит она до минус 10. Не помню, в тех картах или где-то. Ну, я всегда же информацию изучаю растения, которые выращиваю или собираюсь выращивать. Поэтому минус 10. Ну, а морозы у нас бывают, знаете, или минус 27. Но это, я повторю, еще не главное, потому что гвоздики эти, вот, поскольку они склонны к пятнистостям разного рода, то когда зима вот такая вот с дождями, как у нас зачастую бывает, мокрая такая, то вот это для них еще более губительно, чем, допустим, сухая морозная зима. Имейте в виду это, когда будете растить такую гвоздику для покупателей или для себя, потому что для себя тоже можно вполне вырастить, если у вас лампы есть, и вы выращиваете, допустим, там петунью, ампельную петунью и что-нибудь такое из однолетних, то вы гвоздику можете тоже вырастить вполне для себя. Ничего сложного в ее выращивании нету. Несколько важных моментов при выращивании гвоздики. Ну, во-первых, это формирование. Неважно, это у вас черенок идет, видите, только отрастает, мы сразу его или прищипываем, или прирезываем. Я вот, допустим, люблю очень маникюрными ножничками, и сразу видно, вот здесь идут боковые, чтобы дать им возможность. Иначе вот пойдет один бутон отсюда, и будет такой куст, это задержит его рост, и будет скудное цветение. А так мы всегда делаем вот пышный куст, допустим, вот здесь, наверное, видно уже, да, что начинают отрастать тоже боковые. Таким образом формируем. И еще обязательно обрабатываем маточники. Перед тем, как черенковать, мы должны быть уверены, что наш маточник, он здоровый, потому что от больного маточника будет плохое укоренение идти. Ну вот такое у меня занятие на этой неделе. Но у меня на сегодня все. Пора прощаться. До свидания. Надеюсь, до скорого.